Здравствуйте, дорогие друзья! Действительно, в эфире программа «Теория всего» на Латвийском радио 4. С вами я, ее ведущий Алексей Гусев. И тут мы говорим обо всем важном и актуальном из мира науки. Сегодняшняя наша тема такой довольно свободный и широкий разговор, как мне представляется. Мы посмотрим на историю и насколько знакомая нам история является совокупностью достоверных фактов, проверяемых, а в какой степени наше представление историческое, опять же, является совокупностью мифов. Наверное, так мы наш вопрос в программе сегодня поставим, а ответить нам на него поможет историк, руководитель исторических проектов издательства «Звайгзне АБЦ» Валдис Клишенс. Добрый день. Добрый день. Что ж, Валдис, наверное, в принципе, факт от мифа должно быть довольно просто отличить, если мы говорим об истории. Факт — это то, что произошло на самом деле, а миф — это то, что не происходило. Не так ли? Ну, наверное, не так. Потому что различить факт, вообще, что такое факт и что такое миф. Миф тоже строится на фактах, и человеку, который специально не занимается исследованием той или иной эпохи, а только читает средства массовой информации, конечно, посылает своих детей в школу и одновременно с детьми учится историю из тех учебников, которые есть, то отличить, где там миф и где факт, очень-очень, наверное, непросто. Я бы хотел свой рассказ начать с таким очень житейским случаем. Какое-то время обратно я был в поликлинике, и, как всегда, в поликлинике сидят много пожилых пенсионеров, и, как всегда, все недовольны. И начался такой диспут. 2 против 1. Советское время – это хорошее было время или плохое? Вначале мне эта дискуссия, или даже ссора, можно сказать, как-то нервировала, а потом я начал наблюдать за этим диспутом так с научной точки зрения. Я понял, что этих людей ни одну сторону не интересуют факты. Это какая-то форма веры, или за, или против. То есть диспут прервался неожиданно, потому что тот человек, который был против, он зашел, его очередь подошла, он зашел к врачу. Остались те 2, которые были за, и они продолжали разговаривать уже как-то в такой религиозной форме, уже внушая друг другу одну и ту же самую идею. Тогда видно, что отношение к той или иной эпохе исторической, это все равно, она в недавнем прошлом, во время, когда ты сам жил, или это чистая абстракция, она имеет какую-то более-менее уже такую форму веры. Такие некоторые черты религиозности мы видим. Это очень интересно, что вы говорите действительно о том, что все-таки люди же обсуждали не 15 век какой-нибудь, да, не крещение Руси, не завоевание Латвии немецкими крестоносцами. Да. То есть они присутствовали при этих событиях, да. Все равно мифы уже конструируются даже в этом случае. Да, и я еще преподаю уроки в средней школе, я тоже хорошо вижу, как сейчас складываются мифы о том времени, которого сам я помню, да, как школьник. Абсолютно фантастические мифы. Это, наверное, другой разговор, не сегодня. Угу, понимаю. Смотрите, Валдис, я думаю, что к более подробному рассмотрению примеров мы прямо сейчас уже фактически перейдем. Но перед этим, может быть, небольшая разминка. Слушатели, наверное, обратили внимание, что блица у нас не было 10-вопросного, но да, нет. Будет прямо сейчас, давайте вот попробуем. Ну, здесь готов. Здесь я, правда, да нет, вас так не вынуждаю говорить, потому что, может быть, тенденциозно, но все-таки вот те факты, события, которых я сейчас назову, и личности, может быть, с вашей точки зрения, они больше фактологические, что ли, или мифологические? Давайте. Иван Сусанин. Реальный. Реально. Вот, отлично. Кирилл и Мефодий. Абсолютно реальные монахи. Угу. Давайте тогда король Артур. Более мистический, чем реальный. Миф. Римский, да. Хорошо. Римское время. Жанна д'Арк, ее вклад в победу над Англией. Личность реальная, а образ мифический. Угу. Колумб плыл, на самом деле, в Индию, когда открывал Америку. Думал, что плыл, да. Так, отлично. Низкий рост Наполеона. Реальность, да. Увы. Яблоко упало на голову Ньютону.
Наверное, миф, сколько я помню. Выражение в Марии Антуанетты «пусть едят пирожные». Наверное, высказывание правильное, но смысл другой, чем вкладывался историками потом и во время революции. Чингисхан. Абсолютно реальный. И кругосветное путешествие, которое совершил Магеллан. Абсолютно реальное. Что ж, спасибо. Так, быстренько мы прошлись. Тоже некоторые мифы, может быть, интересно подсветили, а может быть, исторические факты. Итак, историческое сознание. Возвращаемся к нему. Что же это такое, собственно, историческое сознание? Ну, я пытался рассказать, что историческое сознание – это вот такой рассказ о нашем общем прошлом, более-менее выдуманный. Но архетипическая история с неким началом, концом, сюжетом, культминацией. Это вот конечно. Как у человека, да. Как книга хорошая даже. Да. Но в основе лежат, конечно, реальные факты. То есть вопрос есть, как мы их интерпретируем, или какую мы окраску передаем этим фактам. И я бы предложил рассмотреть, чтобы радиослушателям было интересно, какие-то конкретные вот такие мы же мифы. С вами и собирались, собственно... И я... Два события исторических. Один, чтобы был чисто... Нет, ни один из них не будет чисто национальный, все, потому что... Мультикультурные, да. Я предлагаю одно событие, которое изучают школьники в школе в Латвии и в Литве. Вот это битва при Сауле. 1236 год, 22 сентября. 13 век, дела темные. Конечно. Да, и этот день, 22 сентября, даже в Литве и в Латвии, это день, который отмечается. Это в нашем пока календаре. Еще не праздник государственный. Да, но это решено и парламентами обоих государств, что это день единства балтов. И в основу этого Дня единства балтов лежит историческое событие, то есть... Очень коротко, как она интерпретируется, что вот в 1236 году объединенные войска балтов в составе литовцев и земгалов, под которыми нынешняя политическая элита, наверное, подразумевает латышей, совместными усилиями разбили орден меченосцев, который после этого и распался. И останки этого ордена были включены... Вынуждены примкнуть к более успешному Тевтонскому, как говорится. И вот к 700-летию этой даты в 1936 году даже была нарисована эта огромная картина, прекрасная картина в художественном смысле, в жанре баталии, битва пред Сауле, художником Вимба. Эту картину любой может посмотреть в военном музее. Итак, казалось бы, что же здесь не так? Да, и там в центре, конечно, виден латвийский флаг, красно-бело-красный, литовский флаг, триколор. Ну и вот борьба. А если мы посмотрим летописи, то есть единственная летопись, которая это событие освещает, это рифмованная хроника, это написанная немецким неизвестным по имени рыцарем в конце XIII века, то мы видим чуть-чуть иную картину. Во-первых, мы увидим, что решение примкнуть к тевтонцам меченосцы приняли уже до этой битвы. То есть говорить, что вот в результате этой прекрасной победы это случилось, это уже не так. Потом, если посмотрим поподробнее, мы не увидим фактов, что земгалы и литовцы сражались вместе. То есть из текста хроники и летописи это не исходит такой вывод. Там сказано, что литовцы разбили основные силы, а другие побежали от этого места. И тех, убили земгалы. А где это? Они вместе были? Или, может, это 60-100 километров? То есть это они планировали или случайно так получилось? Да. Ну, а потом оказывается, что на немецкой стороне сражались и латгалы, то есть балты. И получается так, что балты-литовцы вместе с германцами поубивали и латгалов-балтов, а потом земгалы-балты побили тоже, наверное, латгалов, которые бежали домой из Литвы. Наверное, где-то в сторону Цейсис или куда-то. То есть
Ничего из этого не было. А если смотреть совсем интересно с флагом, ну, скажем, на картине Вимба там красно-бело-красный флаг, он будто на стороне земгалов. И если смотреть ту же самую рифмовую хронику, оказывается, что это красно-бело-красный флаг мог бы быть у латгалов, да, то есть на другой стороне. То есть на стороне, собственно, несчастных меченосцев, которых уничтожили. Конечно. И мы видим совсем, что вся эта абсолютно конструкция сыпется, если мы посмотрим более вот эти первоисточники. Понимаю, Валдис, давайте второй пример, потому что время вперед, к сожалению, идет. Ледовое побоище тоже очень интересно поговорить. То же самое почти время, несколько лет позже, да, ледовое побоище. Но, наверное, стратегическое мышление, налет. Если вообще почитать, если вообще почитать русскую литературу, научную литературу, то вообще это когда-то писалось, что это вообще событие мирового значения, что имя Александра Невского после этого сражения знала вся Европа и так далее, и так далее. Но если опять мы посмотрим по этим летописям, и новгородским, и псковским, и немецким, да, то есть обе стороны мы должны смотреть, мы видим, что это довольно маленькое событие, довольно маленькое сражение, которых было очень много, таких локальных конфликтов, что никакого крестового похода на Русь вообще не было, потому что Русь была крещена. Конечно, латинская и греческая церковь ненавидели друг друга, но крестовых походов друг против друга не делала, да, то есть крестовые походы были только против мусульман или язычников. То есть это такая стычка была в приграничной зоне? Приграничная, большая стычка, ну, более-менее большая, но я только один факт приведу. Если смотреть немецкую рифмованную хронику, там написано, что погибло 20 рыцарей. Ну, хорошо, знаем, что немцы были заинтересованы свои потери уменьшить, но таких битв, где погибло 30-40 рыцарей, очень много в 13 веке, и мы даже их не отмечаем, каких-то событий. А если мы смотреть русскую, или не российскую, русскую историографию, то мы видим, конечно, что основные источники, они написаны намного позже, да, то есть житие Александра Невского, оно написано намного позже этого события, да, и там очень много уже, если там почему-то историки верят вот всем этим цифрам, а там же в житии написано, что Александр Невский был умный, как Соломон, смелый, как Веспасиан, и ростом 2 раза выше любых остальных. Вот представляете, 2 раза выше ростом. Ну, да? Это какое-то художественное преувеличение. Конечно. Когда об этом говорят, историки молчат. Это, кстати, не случайно он стал исторической персоной в России по одному из голосований. Да, там, правда, кое-кто другой должен был... Наверное, Сталин. Да. Да, но это было вообще парадоксально, что большинство проголосовало за Александра Невского, за самого выдающегося политика всех времен России. Но, извините, рядовой человек, который не изучает эти хроники, летописи, он вообще не понимает то время. Но не может он понять, да, то есть какие были мотивы Александра Невского. Мог бы быть он патриотом Руси вообще, да, когда такого термина даже нету, да. Когда он абсолютно новгородский князь, собственно, сепаратист, может быть, да. даже. А я бы хотел продолжить, наверное, разговор о том, что такое миф. Миф, он не сам по себе исторический миф, он является структурой нашего исторического сознания. А наше историческое сознание... она у разных европейских народов, она практически строится по одной схеме. И эта схема довольно простая. Практически любая европейская нация имеет какое-то вот это представление о своем прошлом, которое идет с далеких времен. Но схема там одна. То есть когда-то в древности очень часто, очень многие европейские народы имеют миф о своем происхождении, о приходе откуда-то. Этот миф тоже, он, конечно, являет и библейскую основу, и древнеримскую основу. Надо вспомнить, что древние римляне тоже считали, что они пришли из Малой Азии, да, то есть это из Трои, это беженцы из Трои. Когда-то в средние века литовцы считали, что они пришли из Италии, да, то есть миф о каком-то там появлении первых предков, потом о тяжелом труде, и вот наступают времена Золотого века. То есть каждый народ практически имеет в древней истории миф о своем Золотом веке. Но чтобы радиослушателям было
как-то это не было чисто теория. Наглядно, чтобы было. Да, чтобы было наглядно. Скажу, что у латышей, скажем, или у эстонцев в нашем историческом сознании вот золотой век – это до немецких крестоносцев. Это 9, 10, 11, 12 век. Чистые корни этнические, своя религия, свои замки, свои мудрые вожди и так далее, и так далее. То есть то время, о котором мы ничего доподлинно фактического сказать почти не можем. Конечно. У русских это Древняя Русь. То есть миф о Древней Руси. Тоже торговля развивается, города развиваются, международные связи, иконография развивается и так далее, и так далее. Потом, и так я бы мог бы продолжить дольше. Скажем, у нас у соседей, у литовцев совсем другие времена Золотой век, он попозже. У литовцев Золотой век это 14-15 год, это Великое княжество Литовское. Да? А потом этот Золотой век сменяет... начинаются какие-то вот чужеземные завоевания, начинается борьба, начинаются времена ига чужеземного, или, может, не всегда чужеземного, но какие-то плохие люди приходят и начинают наших предков угнетать. У латышей это миф о 700-летнем немецком рабстве, то есть под немцами. У русских, конечно, и у украинцев, это у белорусов, извините, иначе. И чуть-чуть у украинцев, но у русских это миф татаро-монгольская ига. Потом борьба против этого ига, освобождение. То есть мы видим, что у всех народов эта структура очень похожа, этого исторического сознания. И может задаться вопрос, а почему она такая? Ну, откуда это все приходит? Я бы сказал, что это такой, как архетип, да? То, что ученые называют архетипами, такими формами мышления. И, наверное, мы тут видим два таких фундаментальных источника. Во-первых, это даже люди сами не осознают, это Библия. Это еврейская христианская традиция. То есть в Библии мы тоже видим и золотые времена, то есть времена умного царя Соломона. И мы видим времена ига или плена, да, египетский плен, вавилонский плен или ига, и ожидание Мессии. Да, вот это одна основа. И времена, кстати, скитания и поиска в земле, конечно, ее нахождения. Конечно. А другое, наверное, чуть-чуть посовременнее, это вот интерпретация истории, начиная со времен Ренессанса. Мы вспомним, как во времена Ренессанса представляли историю. Был этот золотой век, древняя античность, да? Вспомним хоть бы знаменитую картину Рафаэля «Афинская школа». Да? То есть вот мудрые предки, золотой век, театр, искусство. А потом приходят темные времена, средневековье и возрождение опять вот этой античности. Этот миф, он передался дальше другим народам, немцам, скандинавским, шведам, полякам и так далее. И в XIX веке, когда писались национальные истории, я думаю, этот архетип, он влег в основу. Ну и, конечно, у каждого этого периода, у Золотого века, у времена ига есть свои функции. Он очень рациональный. То есть Золотой век или миф о Золотом веке, он имеет определенную цель. То есть люди, которые сейчас живут, должны помнить, что у нас есть у всех, как это вот по-русски сказать, дижа, да, великое или великолепное прошлое, да, то есть мы лучше, чем другие, да, мы должны стараться, потому что мы должны повторить вот это то, что наши предки достигли, это должно нас мобилизовать. А почему есть времена ига, или вот, как я сказал, с иронией такое время правления плохих людей? Ну, это объясняет, почему это не дошло до наших дней. Да, почему Золотой век прекратился. Да, где он пропал. И плюс вот эта борьба плохих и хороших, то есть опять такая мобилизационная функция. Мы должны оправдать пролитую кровь наших предков и так далее, и так далее. И вот, чтобы всю эту схему как-то рассказать, нужны какие-то
событие поменьше, которое очень ярко это иллюстрирует. И поэтому... Понятно. Знаете что, Валдис, перед тем, как мы перейдем к иллюстрирующим событиям, которые поменьше, все-таки не могу не задать этот вопрос. Но смотрите, действительно же было правление чужих наций на латвийской территории эти 700 лет. Мы тут сами не управлялись. Это никакой не миф. Действительно было завоевание. Действительно было татаро-монгольское иго в России. Действительно кочевники приходили, и это все-таки исторический факт. Почему же вы говорите тогда, что именно миф? Я бы ответил чуть-чуть иначе. Скажем так, представьте, что... поговорим о монголо-татарском иге. Во-первых, в этом иге, если так можно сказать, участвовала вся политическая система той Руси. Да? То есть началось включение в систему Орды с ни с кем другим, как с Александром Невским, да? Который первый основал традицию уплаты дани и получения ярлыка от великого хана. То есть вся структура Руси участвовала в этом. Но, с другой стороны, чисто вот так по-человечески, если эта ига, как она в историографии традиционально датируется, начиная с ханом Батыем и заканчивая в 1480 году, когда правил Иван III, то есть это получается где-то 2,5 века. Во времена где-то 250 более-менее лет. Сколько поколений меняется? И что, это все люди жили в иге? То есть каждый человек рождается, у каждого человека есть молодость, зрелые годы, старость. И во времена одной жизни человек испытывает и радость, и боль, и не может быть, что, особенно в средние века, когда средняя продолжительность жизни где-то около 40 лет, то посчитайте, сколько поколений людей жили, и что вы хотите сказать, что они все жили и осознавали, что они жили под игом каким-то, да? То есть это конструкции историков, да? Очень много мы имеем таких вот конструкций, которые вообще не соблюдают или не берет в учет время. Вот другой пример. Знаменитая битва Жалгирис или Грунвальдская битва, где литовцы и поляки разбивают, вместе с смоленскими, конечно, полками разбивают орден тевтонцев в 1410 год. А потом историки пишут, вот это великая победа, и результат ее, орден тевтонский распался. А в каком году распался Тевтонский орден? В 1525. Что-то долго он в результате распадался. Понимаете, сменяется уже там 5-6 поколений. И этот орден все время распадается после этой битвы. Да? То есть это такие, на мой взгляд, более-менее исторические конструкции, созданные вот под эту общую схему нашего сознания. То есть это нечто то, что на самом деле... из нашего настоящего, наша проекция, какой-то взгляд, который очень мало общего имеет с тем, что происходило на самом деле. И, наверное, есть такое, что история нации, вот этот рассказ строится как история жизни одного человека, да. То есть и каждый человек имеет, тогда в молодости было хорошо, потом я много трудился, потом были трудные времена. Это каждый человек, да, особенно так, под 40, 50, 60, так уже на свою жизнь смотрит. И вот так мы смотрим на историю своей нации, да. А мы как-то забываем, что вот в этот период, когда что-то распадается или строится, уже меняется уже 3-4 поколения, так что... Так, кстати, вот слушатель один просит, такая просьба, он в сообществе «Теория всего» вопрос присылал, просит пояснить значение термина «нация» в вашем понимании, кстати. Наверное, тяжело так сразу рассказать, если в 2 словах. Сейчас уже на эту тему очень долго говорить. Нация есть, это какое-то... Да, термин нация вообще очень спорный, как это и что-то на английском и на русском понимается. Но, на мой взгляд, нация – это та общность людей, которые имеют одно гражданство. То есть я придерживаюсь сейчас в современном понимании нации, политической нации, то есть латвийцы, это латвийская нация, да, то есть, которая состоит из разных
этнических групп, религиозных и так далее. То есть это такое современное понятие, потому что 100 лет назад нация была, наверное, нечто иное. И вот еще 60-70 лет обратно нация была что-то другое, и вот наши мифы, они более... Сейчас, смотря с наших времен, они больше этнические мифы, да. Да, Валдис, очень интересно, очень занимательно, но должен сказать, что все меньше времени становится, и хочется все-таки, может быть, на парочку вопросов слушателей ответить. Давайте это и попробуем сделать сейчас. Добрый день. Да, прошу вас. Вы знаете, мы всегда уже пользуемся какими-то инструментами при изучении какого-то вопроса. Значит, биологи микроскопами, астрономы телескопами и прочее. А вот, наверное, простые люди, глядя назад в древнюю седую историю, они все рассматривают, исходя из современной жизни. Да, через опыт современной каждодневной нынешней жизни. Потому что это делают совершенно правильно. Почему? Потому что психология людей очень мало меняется со временем. Меняются там, скажем, какие-то там научные знания, меняется бытовая обстановка, но психология, она остается той же самой. Так, спасибо за такую реплику. Ну, кстати... Я согласен. Ну, довольно спорно, с другой стороны, все-таки, как наши мысли. Потому что психология, она что же, от социального положения, от каких-то устоев, рамок зависит. И совсем по-иному думали 200 лет назад наши предки. Да, но я бы так... Мое личное мнение такое, что радиослушатель абсолютно прав. Психология человека, вот она почти одинакова, да. Если ты читаешь очень древние источники, ты видишь почти наших людей. Но ценности, ориентация на ценности, конечно, другая, да. Вот это есть потому, что мы не можем понять, исходя из наших позиций, вот какой был замысел политики Александра Невского. Ну, просто этого. Это может понять только человек, который изучает все эти летописи, документы, иконографию, и вот который входит вот как на машине времени вот в то время, да. А, конечно, рядовому человеку, который так пробегом что-то слышал, он оценивает. Ну и, конечно, у всех людей есть такое желание идентификации. То есть... Я как он. Да. Или мы. Вот что такое мы в 13 веке, да? И, конечно, понять, что то, что мы, это мы сейчас, а в то время совсем мы нету, это очень трудно. Да, ну то, что вы смотрите, вы говорите, Валдис, наталкивает на ту мысль, что, безусловно, скорее всего, большинство общества и продолжит жить, окруженное этими историческими мифами, они будут развиваться, они неизбежны. Они неизбежны. Но надо, чтобы эти мифы сменялись, чтобы они стали современнее, чтобы эти мифы не основывались на тех трудах, которые в начале 20 века или даже в середине 20 века. То есть вы предлагаете другую современную мифологию? Без нее не обойтись. Без нее не обойтись, да. Я серьезно предлагаю современную мифологию на других ценностях чуть-чуть сделать. Ну и, конечно, надо брать в учет все, что ученые написали и открыли. Но миф, он неизбежен, потому что миф – это попытка в упрощенном виде сказать то, что вообще-то недостижимо, потому что мы не можем до конца понять ни себя, ни время и рассказать, как это было. А рядовой человек всегда хочет знать. А вы скажите, а как было на самом деле? Ну вот вы говорили, там, миф, это то. А скажите, как было? Ну, правду скажите. Да, а тут, понимаете, что нужно говорить 5 часов, иначе на самом деле ты не скажешь, как говорить, а приходится умещать там в 3-4 предложения и так далее. Да. И с этой точки зрения, может быть, все-таки, вот если еще 2 минуты есть, то поподробнее о том, действительно, как эта новая мифология, на чем она должна строиться? В 2 минуты это трудно рассказать, но я думаю, что мы сперва должны отбросить то, что уже ясно, что должны отбросить. Вот это такие узконациональные рамки, да, то есть смотреть все с этнической призмы. Дальше должны брать больше теорию культурологии, да, то есть и так далее, демографию. Больше смотреть, как мыслили тогда люди. Вот понять, а какой смысл авторов летописей? Вот хроника Нестора, да, повесть временных лет. А что хотел сказать автор? Какая его цель? Он же не хотел рассказывать просто историю, да?
рассказать национальную историю Руси. У него совсем другая цель. Вот все это надо понимать, пытаться понять. Понять это, конечно, трудно. Да? Но это надо пытаться это понять, какие были ценности тогда у людей, как они мыслили, к чему стремились, и тогда мы лучше поймем эти конкретные события и сражения личности и так далее. И, может быть, действительно тогда приблизимся к пониманию своей истории, а вдруг и в самих себя. Да. Благодарю вас, историк, руководитель исторических проектов издательства «Звайгзнабец» Валдис Клишанс. Сегодня был в программе «Теория всего». Говорим ли мы об исторических мифах. Спасибо.